Я приветствую вас на канале CryptoHamster. Сегодня у нас на повестке дня не просто очередной разбор проекта, а тема, которая с большой долей вероятности может стать следующим гемом в крипте, но пока еще находится в зачаточном состоянии. Речь пойдет про социальные сети. Вы все прекрасно знаете, какую роль социальные сети играют в нашей жизни, очень большую. Так вот, Web3 они тоже есть, они уже разрабатываются, и что самое интересное, там есть реальный фундамент, который имеет преимущество над существующими соцсетями. То есть там, где в крипте есть хотя бы вот настолько фундаментала, жди, что этот рынок еще и будет десятикратно потом переоценен. Но пока он в таком состоянии зачаточном, что если мы будем ним интересоваться, что-то делать, мы можем заработать токенов как бы солидно, а потом, когда он будет расти, они все вырастут десятикратно, стократно. Поэтому внимательно смотрите это видео, мы начинаем. Чем будут отличаться соцсети Web3 от Web2? Первое, самое понятное, это децентрализация. То есть блокчейн у нас децентрализованный, соответственно, то, что на нем строится, тоже будет децентрализованное. И таким образом в социальных сетях Web3 не будет какого-то посредника, центрального органа, сервера, который мог бы заблокировать, ограничить или что-то удалить с вашего аккаунта. То есть это дает некое такое право собственности. Вы и только вы можете распоряжаться своим аккаунтом. Аккаунт представляет собой некое подобие криптокошелька, только более расширенную версию. Соответственно, доступ к нему будет только с помощью сид-фразы. И второе, еще более интересное преимущество заключается в том, что в Web3 нам не нужно будет каждый раз создавать свой аккаунт, чтобы подключиться к какой-то социальной сети. В принципе, в Web3 все так устроено, что нам достаточно криптокошелька, с помощью которого мы можем подсоединиться к любому проекту. Только в случае социальных сетей это будет более такая расширенная версия кошелька, в котором будет и наше описание, и наши NFT-шки, и прочее. Мы сможем наверняка этот аккаунт прокачивать, и будет достаточно просто подключиться к любой социальной сети, или даже там к метавселенной, или к любому проекту, как это уже есть, допустим, к Uniswap. В то же время и самим разработчикам будет намного легче делать проекты, потому что им не нужно будет создавать с нуля ту среду, с помощью которой мы там можем зарегистрироваться. Они будут брать готовое решение. Социальные сети Web3 называются социальными графами. Это такие себе узлы, то есть профиль это узел, который может быть соединен с другими профилями, в данном случае не только с помощью проекта, а и вне его. То есть у нас, допустим, есть Facebook, мы можем подписаться на кого-то, кто-то на нас, и у нас только в этой среде, то есть только в Facebook будем подписаны друг на друга, в то время как в блокчейне дают возможность установить связь с разными аккаунтами, и когда вы будете пользоваться новым проектом, соответственно, эти данные, ваши там знакомства подтянутся в новый проект. Сейчас уже активно разрабатываются социальные сети Web3. Мы с вами рассмотрим самые ведущие, их две, это CyberConnect и Lens Protocol. Сегодня мы расскажем про CyberConnect. Точнее, это даже не название социальной сети, а их компании, которые разрабатывают разные решения, в том числе социальную сеть, которая называется Link3. Переходим на сайт Link3, здесь открывается такое окно, и нам нужно присоединиться с помощью нашего кошелька. Данная социальная сеть заточена сугубо под взаимодействие проектов с аудиторией с помощью AMA-сессий. На главной странице сайта вы видите это все список предстоящих AMA-сессий. Давайте перейду на любую и почитаем условия участия и что это нам дает. Здесь описание AMA-сессий, 850 человек подписаны и ожидают, что можно получить. 10 победителей получат по $100. Но это еще так себе условия. Здесь есть более интересные. Это вот данные токены, про которые я только что сказал, и еще специальные коды. Как видите, здесь разыгрывается целых 1000 кодов. Обычно 1, 2, 3 разыгрывается. Что это за коды? Я возвращаюсь сюда, перехожу в раздел My Network и вижу такую кнопочку Create Personal Profile. Дело в том, что когда я кошельком присоединился, я еще не создал профиль. Чтобы его создать, я нажимаю сюда. Я могу создать его только с помощью Твиттера, то есть попал в белый лист, и с помощью Invite кода. Про какой код идет речь? Дело в том, что сейчас социальные
социальная сеть все еще на ранней стадии разработки, и попасть сюда нельзя просто зарегистрировавшись. Код же можно получить, как я только что показывал, с прослушивания AMA-сессий. Здесь их аж 1000 будет разыгрываться. Указывается ссылочка, где будет проходить AMA-сессия. Вам важно просто включить на фоне эту AMA на минут 15-30. Обычно указывается здесь на странице, сколько нужно прослушивать, чтобы получить NFT-шку. Давайте перейду на предыдущее AMA. Когда AMA заканчивается, появляется вот такое нижнее поле, по которому вы можете кликнуть и заминтить NFT-шку. Но в данном AMA я не участвовал 20 минут, поэтому у меня нет такой возможности. Второй вариант, как можно получить код, это подписаться на Discord проекта. Здесь есть множество разделов, где можно проявить какую-то активность и за это получить код. Или же связаться с кем-то, у кого есть просто несколько кодов. Лично у нас также иногда бывают коды. Связь с нами есть через Telegram, у нас есть Telegram-канал. В том числе в чате иногда люди продают коды, поэтому обязательно подписывайтесь. По поводу того, насколько это нужно, стоит ли дожидаться, пока будет регистрация доступна всем, я скажу, что нужно с шкуры вон вылезти, лишь бы достать код, потому что проекты обычно кого награждают? Тех, кто им помогал в начале, то есть какое-то небольшое ограниченное число людей, и вряд ли вас как-то вознаградят потом, когда это станет общедоступным. У меня есть подходящий код, я сразу регистрируюсь на ваших глазах. Что необходимо сделать после регистрации? Нажимаем сюда и переходим на ссылочку своего профиля. Следующий обязательный шаг: мы кликаем сюда, и у нас открывается возможность покупки домена, точнее адресной строки, ссылочки на наш основной профиль. И что интересно, если, допустим, у меня будет длинный профиль, он будет стоить 0.01 эфириума, и чем он короче, тем, как видите, цена его становится больше. Допустим, если только 3 символа, то целый 1 эфириум. Сейчас я не могу зарегистрировать имя по той причине, что у меня нет эфириума на кошельке. Также меня просит заполнить профилем сразу аватаркой, именем и прочим. То есть нажимаю сюда, здесь все заполняю. После регистрации вот здесь внизу появится ссылочка на OpenSea, мой NFT профиль. Вот он. Я показываю просто свой другой профиль. Также на OpenSea есть еще много других NFT, которые продаются, но пока продажи не активные. Но тем не менее стоит иметь в виду, что потом, возможно, с этой ранних NFT-шек профилей можно будет получить настолько щедрый дроп, что это будет больше, нежели вот эти цифры. Давайте я покажу, как выглядит мой основной профиль. Так выглядит основной аккаунт. Заполнять его на самом деле очень просто. Есть такие вот кнопочки. Нажимаю сюда, потом еще раз официальные линки. Заполняю линки, получается вот такое поле. Потом нажимаю еще раз, выбираю следующее. Здесь можно назвать контент и вставить ссылочку на контент. Допустим, вот этот следующий раздел и так далее. Кроме этого, здесь можно заполнять и другие поля, где укажете свои NFT-шки, где укажете свои весты, те, которые за AMA-сессию прослушивания. Для чего вообще так старательно заполнять профиль? Дело в том, что разработчик логично, что хочет поощрять пользователей как-то пользоваться его социальной сетью. Вот они и придумали так называемый розыгрыш Mystery боксов, который находится в разделе социальной сети Mystery Box. Здесь вы видите всего 10 тысяч таких коробок, и на данный момент всего только 672 получили пользователи. Эти коробки разыгрываются еженедельно, 10 через Twitter и 10 через Discord. Разыгрывается среди тех, у кого лучше заполнен профиль и который еще выполнил определенные условия, а именно подписался на твиттере проекта. Вот один твиттер, вот второй, и также необходимо заполнить свой твиттер, указав здесь в описании ссылочку на свой профиль, также указать ссылочку на общий, то есть социальную сеть. Также нужно написать пост, который вы закрепите, в котором указать ссылочки на Linktree, а также вот такую ссылочку на Twitter проекта. И здесь напишите одно
предложение, что вы хотите, чтобы в социальной сети улучшили. Это является условием розыгрыша. После этого вы переходите на Discord и в разделе Show You Link 3 оставляете ссылочку на свой профиль. Здесь вы можете посмотреть, как заполняли профили другие участники, или даже найти тех, кто выиграл эти боксы, и посмотреть их профиль. Не обязательно профиль заполнять чисто криптовалютной тематикой. Вы можете заполнить его любой другой, но сделать это качественно. И последнее, что я должен сделать, это перейти в раздел роли, здесь кликнуть на ссылочку гильдии, которую вы скорее всего уже знаете, с помощью которой можно получать роли. Только за то, что я приконнектил кошелек, я имею роль. Дальше я подписался на твиттеры проектов, тоже роль. Дальше я зарегистрировал адрес своего профиля, то есть NFT-шку получил, тоже роль. И еще добавил в описание ссылочку на социальную сеть, тоже роль. Дальше есть еще пару несложных заданий, но если вы уже дошли до этого уровня, дальше уже не составит труда разобраться для вас. Собственно, на этом все. Как видите, очень крутой получился выпуск, очень актуальный на данный момент. Еще в двух словах я скажу о инвестициях проекта. Сюда занесли 25 миллионов, есть Tier 1 фонды, и если этот проект будет развиваться, он хайпанет, то, конечно же, с большой вероятностью сюда занесут еще. И хорошо, что пока цифра небольшая, по той причине, что есть потенциал куда разогнаться, когда выйдут, допустим, их токены. Можно будет достаточно иксануть. Подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, здесь новости появляются быстрее и аналитика. Всем всего хорошего, до скорых встреч!